Всем большой привет! Сегодня пеку вот такие вот блины. Они у меня на закваске и постные. Поэтому эти блины абсолютно для всех. Толстенькие, пушистенькие, красивые, очень вкусные, полезные. В тесто я добавила молотые семена различных пряностей, которые очень полезны для нашего организма. И благодаря этой добавке блины получились необычайно ароматными. А пару я ставила на созревание на ночь. Здесь у меня 40 грамм стартера стопроцентной влажности, 190 миллилитров воды комнатной температуры и 190 грамм пшеничной муки. Созревала опара у меня примерно 8-9 часов. Вот такая она у меня получилась на утро. Находится на пике своего созревания с приятным ароматом. Добавляем в опару 400 мл воды комнатной температуры. Добавляем 2 столовые ложки с горкой сахара. Я добавляю тростниковый сахар. Добавляем чайную ложку соли. Сахар и соль – это такие ингредиенты, которые добавляются по вкусу. Я добавляла по своему вкусу. Все хорошо перемешиваем. Сюда же вводим 200 грамм пшеничной муки. Муку желательно предварительно просеять, может быть даже раза 2. От этого блины только выиграют. С помощью деревянной лопатки замешиваем тесто. У меня такая деревянная лопатка для теста с отверстием посередине. Ею очень удобно замешивать тесто, особенно жидкое. При замешивании стараемся разбить кусочки теста. У кого такой лопатки нет, можно взять венчик. Замешиваем тесто до однородной консистенции. Даже если небольшие комочки теста еще остались, то ничего в этом страшного нет. Тесто у нас еще будет растаиваться, и в процессе расстойки оставшиеся комочки должны разойтись. Тесто накрываем, оставляем на расстойку на 1 час. Через час тесто нужно будет еще хорошо перемешать. Это своего рода как бы обминка теста. Она нужна для развития клейковины в тесте. И тогда блины из теста с хорошо развитой клейковиной будут пышными, пористыми, вкусными. Тесто накрываем и оставляем на расстойке еще на 1 час. В общей сложности тесто простояло у меня на расстойке чуть более 2 часов. Вот такое вот оно стало пышное, раза в 2 более густое, чем обычно делают для блинов с яйцами, для того, чтобы при выпечке блины легко снимались со сковороды. В готовое тесто добавляем 50 мл или чуть больше растительного масла. Я добавляю рафинированное оливковое. Все хорошо перемешиваем до однородности теста. Как я уже говорила ранее, я буду добавлять в тесто молотые семена пряностей. Здесь у меня несколько видов семян различных пряностей. Я их перемолола в кофемолке по 1 столовой ложке каждого вида. Добавляю в тесто этой смеси 1 столовую ложку с хорошей горкой. И опять это нужно все хорошо перемешать. Смесь пряностей очень ароматная. И у теста появился такой восхитительный запах, что у меня просто дух захватывает. Эти добавки очень полезные для нашего организма. Здесь у меня и семена кунжута, семена льна, семена фенхеля, семена аниса, семена киноа, семена чиа. Список специй я обязательно укажу в ингредиентах. Часть из этих семян я приобрела на рынке, а часть купила в аптеке. Совсем не обязательно вам добавлять в тесто именно эти пряности. Вы можете добавить те пряности, которые вам больше по вкусу. Я руководствовалась тем, чтобы это было не только приятно, ароматно, вкусно, но и еще, чтобы это было полезно. Ну вот теперь тесто уже полностью готово, можно начинать печь блины. Сковороду предварительно хорошо разогреваем, смазываем маслом. В середину сковороды половником выливаем тесто. И наклоняя сковороду в разные стороны, распределяем тесто по всей поверхности. Вот такое по густоте должно быть блинное тесто без яиц. Тесто должно растекаться по сковороде, но не совсем свободно. Дожидаемся, когда блин полностью пропечется, а затем переворачиваем его на другую сторону. Держим на огне еще несколько секунд, а затем перекладываем в неглубокую широкую тарелку или блюдо.
Вот такая внушительная стопка получилась у меня блинов. Так они выглядят с одной стороны. А вот это вот уже и другая сторона, тоже очень симпатичные. Блины просто невероятно ароматные, очень приятные на ощупь, с таким красивым ажурным рисунком. Блины на закваске – это нечто. Всем рекомендую. А вот это моя красавица закваска. Я ее недавно покормила. Вот она вот такая вот довольная. Стоит у меня на кухонном столе. Это ее постоянное место. Хочу рассказать, с чем я буду подавать сегодня блины. К чаю подам блины вот с таким вот яблочным сиропом. Он у меня уже так долго стоит в холодильнике, что превратился уже в желе. Просто потрясающе вкусный, невероятно красивый. Видеорецепт я выкладывала на канале. Ссылку оставлю в описании под видео. На обед подам блины с соусом из фасоли. Рецепт этого соуса я тоже выкладывала на канале. Соус я еще смешала с кунжутной пастой, но это просто фантастика. Съемки кунжутной пасты я не делала. Кто захочет, может найти рецепт кунжутной пасты в ютубе. Блины с этим соусом – это что-то невероятное. Просто язык проглотишь. Ну вот, друзья, это, пожалуй, все, что я хотела показать. Пеките блины, наслаждайтесь ими. Тем более, что эти блины можно печь и на Масленицу, и в пост, и вообще круглый год. Наслаждайтесь Масленицей. Осталось еще несколько дней. Пока и до встречи на моем канале.